органов, я перешел в систему развития, работаю в прокуратуре, и моя сессия называется «Сколько стоит контроль?». Контроль. Мы оцениваем, что же для государства важнее, контроль или функция развития бизнеса и предпринимательства. По вашему поручению в стране проходит административная реформа, и за 5 лет количество проверок с 1,5 миллиона сократилось до 350 тысяч в год. И порядка 140 тысяч разных разрешительных и контрольных процедур отменено, что дает возможность зарабатывать бизнесу более 200 миллиардов рублей в год. То есть это конкретный капитал, который мы уже видим в реализации. Конечно, очень во многом помогает рискоориентированный подход. И 9 из 10 профилактических визитов или дистанционных проверок дают результат, что бизнес изменяет свои подходы, прекращает совершать нарушения, и это не пугает бизнес. Но при этом при всем есть большое количество инвестиционных проектов, где еще даже лопата в землю не успела воткнуться, а проверяющие органы уже идут с проверками. И мы, к сожалению, видим здесь, на Дальнем Востоке, что из 3000 резидентов за прошедший год проверено 1033. Это много, и, конечно, это резиденты, в том числе с иностранным участием, зачастую пугает. Тем более, что по линии налогового контроля есть примеры, и участники сессии их приводили, что за месяц поступает до 10 запросов. Ну, кстати, родная моя прокуратура тоже зачастую не отстает, и бывают ситуации, когда тоже запросы объемные со сроками исполнения до 3 дней. И есть и органы контроля, например, Пожнадзор, это государственный пожарный надзор, который составляет более четверти всех проверок в стране. То есть, и самое обидное, что свыше 55% проверок не дает результата. И хочу здесь привести грустный пример. Известные трагедии, это хромая лошадь в Перми, это зимняя вишня в Кемерово, это кубанская столица, где у нас, к сожалению, погибли наши престарелые. Как раз все эти организации проверялись на протяжении до полугодия именно пожарным надзором, но это не дало своего результата. Ну и, конечно, из этого мы делаем вывод, а нужен ли это такой надзор, который не дает результата, но при этом при всем зачастую останавливает, очень серьезно останавливает развитие бизнеса. Не лучше ли его перевести в функцию обязательного страхования, естественно, с разными индексами риска? Конечно, идет речь не о тех предприятиях, которые несут риск для жизни и здоровья людей, но при этом, при всем, если это не касается вопросов безопасности, то количество проверок, и все участники сессии это отмечают, включая и государственных служащих, нужно существенно сокращать. Ну, в частности, речь идет о таможенных проверках и ограниченном контроле. Например, здесь, в портах Приморского края, есть хороший пилот, который позволяет таможенному органу объединить 4 органа контроля, заходить на судно, проверять это судно и в течение 4 часов давать заключение. Единожды. Это позволило сократить время проверки с 72 до 24 часов. И увеличило возможность перевалки с 7 до 12 миллионов тонн, то есть почти вдвое. То же самое у нас в Хабаровском крае, у нас закрытая перевалка, подобная Суходолу, которую мы сегодня с вами наблюдали. И там такая же ситуация. Мы сократили пилотным проектом количество заходов на судно с 2 раз в период захождения судна в порт и в период выхода до 1. И это позволило втрое сократить количество времени, которое мы тратим, и бизнесу втрое больше заработать. Конечно, из этого у нас вытекает справедливый вопрос, сколько стоит контроль и нужен ли контроль, который останавливает сплошным переходом, например, железнодорожные вагоны, проверяя уголь. Потому что потери для бизнеса исчисляются сотни миллионов, а реальный даже выход, если находятся какие-то нарушения, стоит 1 миллион или 2 миллиона. Ну и кроме этого, есть, конечно, очень большая проблема по сухопутным переходам. Это время таможенного оформления, время таможенного оформления. Вы, кстати, в феврале ставили эту задачу, послали Федеральному собранию сократить до 10 минут. Но оно у нас сейчас
на Дальнем Востоке составляет 64 минуты, и по импортным грузам 26 минут. Это существенно сокращает возможности для переходов и железнодорожным, и автомобильным транспортом. Ну и, как следствие, очень большое количество жалоб, которые не дают нам возможность зарабатывать больше, при том, при всем, что мы не вскрываем большое количество нарушений. Поэтому сам, выходец из контрольно-надзорной системы, но с совершенно очевидностью вижу, что надо сокращать количество сплошных проверок. И самое главное, в индикаторах контрольно-надзорной деятельности нам точно нужно учитывать эффективность их для развития государства. То есть сколько государство зарабатывает с этого и сколько убытка терпит орган, который занимается предпринимательской деятельностью. Ну и отдельные виды контроля вообще, может быть, имеет смысл сменить на обязательное страхование. Это даст дополнительный прирост инвестиций, а сами бизнесмены будут страховать свои ответственности. Прекрасно. Вы видите проблему и с одной, и с другой стороны, поэтому сформулируйте свои предложения, обязательно обсудим это и с Генеральной прокуратурой, и с правительством. Контроль, конечно, не может быть самоцелью. Цель – это развитие, прежде всего. И ничего не должно мешать этому развитию. Вопрос только в том, что контроль, безусловно, нужен для того, чтобы обеспечить безопасность граждан. Но нужно совершенствовать его механизм. Это точно. Пожалуйста, оформите все, готовьте. Уважаемый Владимир Владимирович, Кахидзе Александр Константинович, генеральный директор компании «Фининвест». Мы более 10 лет уже инвестируем в железнодорожные транспортно-логистические центры по всей стране. И на сегодняшний день я модерировал сессию логистики на Дальнем Востоке. Как вы знаете, вот этот весь разворот логистики на Дальний Восток стал основой сегодняшних всех вещей, которые мы видим на Дальнем Востоке. А я хотел бы сказать, что сегодня перевозка грузов из запада на восток совместно с российскими железными дорогами смотрим, как увеличить длину контейнерного поезда. Сегодня это отмечали делегаты и участники сессии, чтобы вывести одним локомотивом большее число контейнеров. И вот сегодня была отмечена положительная тенденция по наращиванию таких операций. Второе, что на сессии сегодня было отмечено, это увеличение грузов в морских портах Дальнего Востока. Сегодня загруженность... Переломки грузов? Нет, загруженности портов сегодня примерно 90% пропускной способности уже на Дальнем Востоке занято. И она близится там, к 95%. Средний срок погрузки контейнеров составляет 25 дней. 25 дней? 25 дней. Да, вы помните, в 2022 году вы давали поручение, и тогда вот успешно был реализован эксперимент по перевозке контейнеров в полувагонах. Мы были одним из первых компаний, которые приняли первый контейнерный поезд в полувагонах в Урале на нашем новом современном терминале. И эта практика стала эффективной и показала свою значимость для страны, потому что при развороте логистики на восток вот все наши ТЛЦ, которые строятся вдоль Транссиба, оказались очень востребованы в этой ситуации. На сегодняшний день не все операторы подвижного состава полувагонов подходят к этому по государственному значению. Поэтому одно из предложений было на сессии рассмотреть возможность юридически поручение правительства, может быть, Минтрансу, рассмотреть вопрос отправления полувагонов в контейнерных поездах в попутном направлении. То есть на сегодняшний день полувагон, зачастую 3 из 4 полувагонов, которые возвращаются под загрузку угля, едут в порожнем состоянии. Вот мы бы хотели как-то через нормирование, может быть, обязать или рассмотреть какие-то иные меры для того, чтобы коллеги по государственному подходили, и мы могли здесь отгружать гораздо больше контейнеров в полувагонах. Со своей стороны мы уже совместно с РЖД построили ТЛЦ «Сибирский», который на сегодняшний день стал основным хабом по перегрузке данных контейнеров из полувагонов с дальнейшей их постановкой на фитинговые платформы и отправки в европейскую часть. То есть фактически мы вышли на закольцованные маршруты. В одну сторону едет уголь, в обратном направлении следуют контейнеры. Дальше они развозятся по европейской части. Вот одно вот это из предложений, которое просим рассмотреть, это нормирование операторов полувагонов по предоставлению их для загрузки контейнерами в попутном направлении. Ну, знаете,
Наверняка вы знаете об этом. Руководство РЖД и так докладывает, в том числе Олег Валентинович, о том, что они и так стараются это делать, порожняком ничего не отправлять ни в одну, ни в другую сторону. Но тем не менее у вас там конкретные же предложения есть. Как это организовать лучшим образом? Пожалуйста, оформляйте их. Обязательно представим. Второе, так сказать, наше предложение. Вы знаете, что, безусловно, на сегодняшний день, как я уже сказал, инфраструктура Дальнего Востока перегружена. И одно из предложений, сегодня на сессии прозвучало, это создание сухих портов во Владивостоке, по международному примеру. То есть вывод операций, не связанных с непосредственной перевалкой, а хранением на тыловые терминалы, что даст возможность, не вкладывая финансовые затраты, фактически в 1,5 раза увеличить переработку грузов, то есть перерабатывающую способность. Да, но затраты все равно потребуют, надо же выстраивать эти склады. Да, и в соответствии с вашим поручением я очень благодарен, что вы поддержали нашу идею по созданию крупнейшего сухого порта в Российской Федерации в городе Артем. При вашем содействии был выделен земельный участок, и мы с руководством Приморского края, благодарю Юрия Петровича, всей команде Минвостокразвития, мы приступили к его проектированию и уже закончили. И на сегодняшний день идет фаза строительства. Понимая всю важность этого вопроса, просим рассмотреть, но пользуясь случаем, в следующем году на Восточном экономическом форуме мы предполагаем его открытие. Хотим вас пригласить на открытие крупнейшего в России сухого порта в городе Владивосток на будущем Восточном экономическом форуме. Время еще есть, год впереди. Этот еще форум не закончился, но и предложение хорошее. Я хочу пожелать вам успешного завершения этой работы. Спасибо большое. Пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, Николай Запрягаев, корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. Мы как раз обсуждали резервы развития и привлечения инвестиций на Дальнем Востоке, который говорил Юрий Петрович, что можно поднять планку привлечения инвестиций и цели до 2030 года. В ней принимали участие как федеральные ведомства, так и, самое главное, представители различных отраслей, предприниматели, которые либо уже построили, либо строят сейчас предприятия и имеют реальный опыт. Благодаря решениям, которые приняты, достигнуты действительно серьезные результаты, создана хорошая система привлечения и поддержки инвесторов на Дальнем Востоке. 14 триллионов? До 12. До 12 триллионов. 10, Если 10, да? До 10,5 до 12. И создана действительно уникальная система, которая инвесторами востребована и позволяет свои цели выполнить. На текущий момент Юрий Петрович говорил уже, что привлечено более 2800 инвестиционных проектов стоимостью 9 триллионов, из которых половина уже вложена в экономику и Дальнего Востока, и России. Еще раз, речь идет о 30-м годе, да? До 30-го. О 30-м годе, да. Можно увеличить действительно эти темпы. На 1,5 триллиона. На 1,5 триллиона. Потому что резервы и их открытие, оно требует времени. Пока мы структурируем проекты, безусловно, мы в 40-м году достигнем более серьезных результатов, когда эти проекты уже будут полностью реализованы. И вот эти темпы роста, которые мы достигли, они повышают базу. И для того, чтобы каждый год их выполнять, нам необходимы новые актуальные решения. Решения не только инфраструктурные и финансовые, но и административные, которые узко направлены на конкретные отрасли и учитывают особенности Дальнего Востока, такие как масштаб территории, логистику, либо климатические условия. У нас 65% это сейсмоопасная зона, а 45% это вечная мерзлота. И везде строить реально дороже. И мы предлагаем, собственно, составить перечень вот этих приоритетных отраслей, которые дают наибольший вклад в развитие экономики, проанализировать их инвестиционный потенциал и принять решения, которые откроют ниши и откроют ниши для инвесторов. Я думаю, что это уже сделали. Владимир Владимирович, в процессе, конечно. Мы, собственно, не просим поручений никаких. Мы эту работу проведем. Мы предлагаем создать такой производительный план развития сил Дальнего Востока, который будет совмещен и синхронизирован и с инфраструктурным обеспечением, и с созданием новых предприятий. Такую работу делал в свое время Госплан СССР. И у нас такие кадры тоже есть. Восточный центр государственного планирования, профильное министерство. Мы этим тоже займемся. Нам нужна поддержка профильных министерств, которые также занимаются энергетикой, Минпромторг, различными отраслями. Это все должно быть увязано между собой. Вы говорите, поручение нужно для того, чтобы все это буквально скоординировать. Владимир Владимирович, буквально два примера. Недропользование. Треть от экономики Дальнего Востока, 32% по ВРП, 23% по инвестициям в основной капитал, а по некоторым запасам и добыче олова, урана, вольфрама, цинка, золота мы
Дальний Восток превышает 60-80% общероссийских. При этом уровень геологической изученности Дальнего Востока 35%. То есть удалось добиться таких результатов при уровне изученности такой. Поэтому вклад государства, потому что это базовая инфраструктура, в новую геологоразведку, оно принесет существенный результат. Говорили с инвесторами, теми же недропользователями, они готовы не только концентрат производить, но и выпускать продукцию более высокого предела. Фактически развивать металлургию. У нас на Дальнем Востоке она есть, но ее немного. Для этого им нужны гарантии в электрической энергии. Дополнительная генерация, только подтвержденным проектом, к 2030 году нужно 3 гигаватта. И если мы говорим про резервы, можно потребность эту умножать на самом деле на 2. Потому что металлургия требует более серьезности. Конечно. Второй пример – судостроение. Потребность в промысловом и грузовом флоте на Дальнем Востоке только до 1937 года составляет более 330 судов. Это логисты, рыбопромышленники, грузоотправители различные, которым нужны от ледоколов до сухогрузов, танкеры, судообеспечения стоимостью более 2,5 триллионов рублей. Это сами по себе инвестиции, но нужны верфи. Их создание реально сложно переоценить, поэтому мы определим в этой работе, где и какие верфи необходимо построить. Верфи судостроения – это развитие Севморпути, который сам по себе является стимулом для создания новых предприятий на пути в исследования. Обсуждали еще девелопмент, сельское хозяйство, газохимию, логистику, в общем, много отраслей. И только в перечисленные отрасли можно привлечь, мы примерно совпали, больше 10 триллионов рублей. Только в конкретные. Мы должны провести более серьезную работу. Поэтому мы эту работу проведем, Владимир Владимирович, и представим план создания новых предприятий. Считаете это вместе с решением задач в области логистики и энергоснабжения? Да. В отрыве невозможно. Хорошо. Пожалуйста. Добрый вечер, Владимир Владимирович. Меня зовут Александр Ведяев, я первый зампред Сбербанка. И мы обсуждали, где найти финансирование для тех проектов, о которых говорили коллеги. Особенно в условиях высокой процентной ставки. У нас получилась такая финансовая сессия, но мы смотрели на эти задачи с точки зрения мастер-планов, о которых говорили, и поняли, что есть 5 путей, по которым имеет смысл двигаться. Первое – это, конечно, максимальное использование регионами тех инструментов поддержки, о которых вы, Владимир Владимирович, говорили в послании Федеральному собранию. Особенно интересно всем показалось использование инвестиционных бюджетных кредитов. При этом коллеги на панели тоже сказали, что очень важно, чтобы те инструменты, которые сейчас есть, чтобы они продолжали свою работу. Это и льготные кредиты от ВПРФ, и совместные программы с Минвосток развития и так далее. Но здесь важно их тоже дополнить и расширить, чтобы они привлекали больше денег, чтобы они были таким рычагом финансовым, да, чтобы на одну единицу бюджетных средств как можно больше можно было получить средств рыночных, чтобы максимально направить объем чтобы получить максимальный объем на финансирование проектов и одновременно снизить процентную ставку. Это первый подход, который обсудили. Второе – это приоритизация. Все-таки как снизить процентную ставку? Так как деньги государства так или иначе субсидированы, то, собственно говоря, за счет субсидий государства будет снижаться общая средняя процентная ставка по совокупности кредитов. Это самое простое, что может предложить Сбербанк? Это первое, Владимир Владимирович. Там еще 4 впереди. Да, давайте. Второе – это приоритизация. Приоритизация – те проекты, которые идут, они должны быть, конечно, доведены до конца. Проекты, которые намечаются, их надо смотреть и приоритизировать, исходя из того, чтобы они выбирать самые доходные, самые лучшие проекты с максимальным эффектом. И таким образом развивалась бы такая, в хорошем смысле, инвестиционная спираль. То есть берем проект, у него есть хорошая доходность, хорошие эффекты, за счет этих эффектов создается дополнительная инфраструктура, про которую тоже Николай говорил, и дальше. Согласен. Да. Логика самая элементарная и самая выигрышная, конечно. Спасибо, Владимир Ильич. Третье – это поддерживающее банковское регулирование. Если Центробанк снизит так называемый риск-вес для кредитов на развитие инфраструктурных проектов, то это снизит нагрузку на капитал банков и позволит, что самое главное, это наша внутренняя история, но важно, что банки тогда смогут понизить процентную ставку. Это понижение будет небольшим, но тем не менее это важно. Это нужно, чтобы Герман Оскарович в деловом диалоге с Ирой Сахизадной обсуждал этот вопрос. Я готов поучаствовать в качестве посредника. Спасибо большое, Владимир Ильич. Они знают друг друга уже много лет.
говорят на своем птичьем языке достаточно уверенно, но я на самом деле поддерживаю. Здесь есть, конечно, какие-то линии, через которые регулятор не переступит, но тем не менее точно совершенно на эту тему нужно поговорить. Спасибо большое, Владимир. Четвертое направление – это привлечение регионами долга, рыночного долга. Мы все понимаем, что к долгу субъектов надо относиться очень и очень аккуратно. При этом также мы понимаем, что если регион сильный, если проект хороший и согласован на федеральном уровне, и нагрузка долговая на регион небольшая, а средняя нагрузка на регионы Дальневосточной и Арктики порядка 24%, то в принципе и есть возможность дорастить долг, опять же, с согласия на федеральном уровне. Это позволит просто гораздо быстрее реализовывать эти проекты, потому что инфляция самих проектов, она достаточно быстро развивается. Мы с вами понимаем, о чем мы говорим сейчас, и наступать на те же грабли, которые уже неоднократно давали по лбу, значит, Министерству финансов и вообще федеральному бюджету не хочется. Хотя, безусловно, логика в том, что вы говорите, тоже есть, здравый смысл есть. Просто это самый простой путь для финансовых учреждений, заручиться, по сути дела, гарантиями государства. Ведь речь идет в конечном итоге о гарантиях государства, имея в виду, что государство так или иначе заплатит. Но трудно спорить с тем, что вы сказали по поводу качества тех проектов, которые предлагаются и которые можно было бы отфинансировать и на базе рыночных принципов. Но здесь, конечно, нужна такая общая работа и Министерства, в данном случае, промышленности, правительства в целом и финансовых учреждений. Так, чтобы речь шла именно о проектах, которые точно, совершенно стопроцентно дадут необходимую отдачу рыночную. Ну, так, Владимир Иванович. И мы подумали, что могут быть еще такие специальные финансовые инструменты, допустим, как мы их называли, арктические облигации, либо дальневосточные облигации, которые были бы доступны всем субъектам, в том числе и физическим лицам в Российской Федерации. Таким образом, каждый житель страны мог бы поучаствовать в прибыли, которая приносит какой-то объект на Дальнем Востоке. Но мы используем эти инструменты. Сейчас вот упоминались вопросы, связанные с логистикой, с РЖД. РЖД выпускает же такие инструменты и достаточно эффективно. Но здесь тоже нужно очень аккуратно к этому подходить. Это все участники этого процесса должны быть абсолютно уверены в том, что это надежный, обеспеченный инструмент. Так, Владимир Ильич, мы, как финансовая организация, готовы брать на себя вот именно проверку этих проектов вместе с Минфином и с Минвостокразвития делать эту экспертизу. Да, это очень важно. И участие Сбербанка, конечно, в этом случае будет в высшей степени востребовано. Да. Спасибо. И мы можем выпустить их на формате цифровых финансовых активов, чтобы была максимальная оборачиваемость, ликвидность и доступность. Да. Ну, давайте, это хорошее предложение. Спасибо большое. И пятое направление, то, о чем мы подумали во время нашей сессии, это работа с международными подрядчиками. Ну, для Дальнего Востока это китайские партнеры, собственно говоря, большие китайские строительные корпорации, которые могут принести и современные технологии, и одновременно они приходят со своим финансированием. Это достаточно большой плюс, финансирование достаточно дешевое, и, собственно говоря, это может так или иначе решить какие-то вопросы. Вот это 5 направлений, про которые подумали, Владимир Ильич. Конечно. Ну, вот завтра на пленарной сессии тоже как-то хорошо бы, чтобы это прозвучало в присутствии китайской делегации. Коллеги поддерживают проекты подобного. Спасибо. Спасибо вам. Пожалуйста. Добрый вечер, уважаемый Владимир Владимирович. Благов Александр Евгеньевич, вице-президент Курчатовского института. И мы... Курчатовского. Курчатовского. Да, и мы сегодня проводили сессию, посвященную научно-технологическому развитию, в первую очередь Дальнего Востока и России в целом. И что хотелось бы отметить. На самом деле здесь, на острове Русский, созданы и развиваются уникальные условия для всего развития Дальнего Востока и всего общего региона. И благодаря вашим решениям здесь создан ключевой самый крупный на этой территории университет ДФУ, и создана уникальная инфраструктура, новый кампус, инфраструктура мирового уровня.
И вот когда вы были в Курчатовском институте в 2019 году, вы поддержали предложение Михаила Валентиновича Ковальчука о создании здесь, на острове Русский, источника синхротронного излучения, уникальной установки, которую мы назвали «Русский источник фотонов». И отдельно хотелось бы вас за это поблагодарить. И вот такие вообще существование, наличие таких источников в университете меняет совершенно его статус, переводит в другой ранг, в ранг такого системообразующего центра, причем не только на Дальнем Востоке, но и в России, да, и делает этим Россию одним из ключевых игроков на повестке стран АТЭР, на научно-технологической повестке. И вот такие установки – это в первую очередь очень важные концентраторы новых технологий, концентраторы всех компетенций, знаний, фактически фабрики для создания междисциплинарных специалистов, для междисциплинарных исследований. И по сути, вот создаваемая установка, она сейчас может объединить все там больше 20 вузов Дальнего Востока своими научными задачами, объединить оставшиеся, сохранившиеся компетенции академических институтов. И третий компонент, о котором вот уже Алексей Олегович говорил в своем докладе, это ИНТЦ. То есть у нас ИНТЦ, инновационно-технологический центр, по сути, инструмент для развития технологий, для их трансфера уже в реальный сектор экономики. По сути, у нас формируется место, которого на самом деле нету нигде в мире. Это, с одной стороны, синхротрон, вот этот уникальный центр и университет. И вот этот потенциал надо обязательно правильно использовать, настроить на ускоренное развитие регионов в целом. Сейчас, Владимир Владимирович, создаются программы, региональные программы научно-технологического развития, причем выбрано 20 пилотных регионов, это правительство разрабатывает такие программы, выбрано 20 пилотных регионов, но пока регионы Дальневосточного федерального округа туда не вошли. И вот представляется важным запустить такую комплексную программу для всего Дальневосточного федерального округа, причем максимально сориентировать на те приоритетные задачи, которые очень важны в регионе. И в первую очередь это робототехника, морская робототехника, это подводные аппараты, робототехника для кораблей и флота. Второе направление – это материалы и химия, в первую очередь антикоррозионные свойства материалов. Это здесь есть во Владивостоке климатический центр по изучению таких свойств. У нас целая сеть таких центров. Это тоже можно развивать. И отдельное направление очень важное – это химия и повышение эффективности переработки, добычи полезных ископаемых. И вот последнее направление – это биология, это биотехнологии и инженерная биология. Мы должны максимально использовать... Инженерная биология – это что? Это природоподобные технологии? Ну, это близко. На самом деле инженерная биология – это фактически набор технологий, когда мы биологические механизмы исследуем и их, во-первых, воспроизводим, а во-вторых, можем их комбинировать для создания таких ручных объектов, но биологической природы. Вот я сейчас один из примеров приведу. И здесь богатейшая биоресурсная база, которой нет, наверное, нигде в мире, в одном месте сосредоточена. И эту богатейшую базу, конечно, надо использовать для развития фармакологии, медицины, развития биотехнологий, связанных с биоэнергетикой, например. И вот отдельный пример – это биоминерализация. Это естественный природный процесс образования 3D-принтинг, так называемый 3D-печать. Когда, вот, например, жесткий панцирь морского ежа или раковина моллюска какого-то, она неорганическая, она воспроизводится за счет природных процессов, это биохимических процессов, целой серии. И вот изучение таких механизмов – это путь к созданию, к развитию уже искусственных природоподобных технологий и вот механизмов. И, конечно, вот сквозной, как это говорится, технологии должна стать подготовка кадров. Каждое выступление сегодняшнего, каждого докладчика говорилось о том, что кадры – это очень важная
составляющая вообще развития. И на самом деле, имея вот такие четкие механизмы, мы можем целевым образом достаточно понятную траекторию для подготовки развития кадров вот в этих как бы рамках. Коллеги, когда выступали, формулируют как бы задачи и пожелания к органам власти различных уровней. Что вы хотите предложить? Сформировать отдельную программу научно-технологического развития всего дальневосточного региона. По типу тех программ, которые сейчас подготавливаются и реализуются, они называются региональные госпрограммы научно-технологического развития. То есть это уже есть определенный механизм. Хорошо. Да, и в заключение, чтобы это все работало эффективно, задействовать механизмы головных научных организаций, ответственных за направление и как бы координирующих всю работу. Участник в данном случае. Ну, на самом деле, здесь можно разделить по направлениям, и могут быть и другие наши очень важные А организации. в каком состоянии работа идет вот, по созданию этих приоритетов, о которых вы сказали, и в 2019 году? Про установку РИП, мы в этом году уже сейчас закончили проектирование, значит, провели всю геологоразведку, там даже нам пришлось менять то место, на котором мы изначально планировали, и до того георазлом. Фундамент должен быть. Да, там георазлом, придется сейчас часть скалы взрывать, не очень удобно, но там уже полностью как бы это место подходит полностью для фундамента. Значит, мы в этом году... Работа идет. Да, работа идет. Мы в этом году должны получить положительное заключение главгосэкспертизы. И у нас финансирование назначено на этот объект с 2026 года. Но мы сейчас работаем над программой. Мы совместно с Дальневосточным университетом подготовили программу для обучения кадров. Я понял, Юрий Петрович, нужно обязательно отследить, чтобы в бюджетном процессе это учитывалось. Есть. В 3 лет, 25-26 год, чтобы не выбросили, не зачистили. Иначе они сейчас работу проведут, а потом она встанет в связи с отсутствием финансирования. Нужно обязательно это довести до конца. Я согласен здесь полностью. И по поводу программы, очень правильно. Это хорошую базу создаст для развития региона в целом. Хорошо. Я, во-первых, хочу вас поблагодарить, это первое. А второе, нужно обязательно, хоть кто-то из коллег сказал, там поручений отдельных не нужно. Но обязательно нужно обобщить эти предложения, потому что они носят, как правило, конкретный характер. И нужно, чтобы ничего из этого не забылось, чтобы не было так, что вот встретились, поговорили на заданную тему, вроде как интересные идеи, предложения, а потом что-то ушло в песок и забылось. Вот ничего не должно быть забытым. Это предложения все конкретные, совершенно направленные на развитие региона. А, кстати говоря, потом можно и масштабировать на всю страну некоторые вещи. Так что вам спасибо большое. До встречи на завтрашней пленарной сессии. Спасибо. Да. И обязательно, Юрий Петрович, я не знаю сейчас, когда по времени, но я думаю, что нужно будет обязательно нам проехать по этим ключевым точкам и посмотреть, как реально на месте идет работа. Ладно? Все хорошо. Спасибо.